Всем привет! Сегодня день рождения автора многих песен для Димаша, композитора Игоря Крутого. Маэстро скромно напомнил о себе на личной страничке короткой записью. «Вот и я родился». Конец цитаты. Друзья, давайте вспомним некоторые приятные моменты общения двух гениальных музыкантов. Он как старший товарищ, который более опытный человек. Замечательному, гениальному певцу. Во-первых, чтобы талант был востребован долгие-долгие годы. О дне рождения Димаша Кудайбергена рассказали в новостях. Давайте вместе посмотрим. С пожеланиями Димашу с нами на прямую связь из Москвы выходит российский композитор и продюсер Игорь Крутой. Игорь Яковлевич, здравствуйте. 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 Что бы вы хотели пожелать Димашу в этот день? Ну, что можно пожелать замечательному, гениальному певцу? Во-первых, чтобы талант был востребован долгие-долгие годы. Конечно же, здоровье. Конечно же, счастье его всей семьи, потому что он живет просто семьей своей, и каждый день он на связи, где бы он ни находился, кто-то он мне звонил, там из Лос-Анджелеса. И разговоры как бабушка, как мама, как папа. Поэтому, конечно, счастье семьи, для него как певца очень важно востребование. И поэтому его общение в Лос-Анджелесе с Уолтером Афанасьевым и с Дэвидом Фостером, я думаю, они рано или поздно тоже дадут результат. И большой результат. Кроме всего прочего, там он не совсем летит сейчас, но он совершенно с правильными людьми общается там, и я думаю, что это даст большие результаты и возможности ему еще более раскрыть свой талант. Подскажите, а планируется ли что-нибудь интересное совместно с Димашем для всех любителей и поклонников вашего творчества и творчества Димаша в ближайшем будущем? Ну, ближайшее я не могу сейчас сказать, ближайшее. Но, конечно, в целом в перспективе. Конечно, мы планируем и разговариваем, и что это должно быть, и как это должно быть, и где это должно быть. То есть мы не теряем надежды, что что-то интересное для поклонников вашего совместного творчества будет все-таки? Ну, интересно это все-таки через время и вам решать. Мне сложно так сказать. Но я постараюсь, и мы постараемся, чтобы это было не менее интересно, чем то, что мы делали больше. Игорь Яковлевич, спасибо большое, что нашли время и поздравили казахстанского исполнителя с днем рождения. Вам спасибо за то, что вы так относитесь к нему, за то, что такая всенародная любовь и почитание. Автор песен для Димаша Кудайбергена, композитор Игорь Яковлевич Крутой тепло поздравил певца. День рождения Димаша – праздник не только для поклонников этого замечательного певца, а фан-клуб нашего именинника во всем мире насчитывает ни много ни мало 2 миллиарда человек. Ну и для всех ценителей его вокального таланта. 24 мая – особый праздник для семьи Димаша, жизнью которой он живет со всеми вытекающими заботой, волнениями о здоровье родителей, дальнейшей судьбе любимых сестрички и брата. Глядя на наши с ним премьеры в рамках «Новой волны», да и в других ТВ-проектах, появляются мурашки, верный признак дальнейшего признания и успеха. Дорогой Димашек, что бы я хотел пожелать тебе в этот день твоего рождения? Прежде всего здоровья, долголетия тебе и всем твоим близким, востребованности, вдохновения, неиссякаемого желания, совершенствования, любви и появлению мурашек у всех при каждом твоем выходе на сцену. С днем рождения, мой дорогой гениальный друг. Конец цитаты. Друзья, и Димаш ответил на страничке социальной сети. Дорогой Игорь Яковлевич, большое спасибо за поздравления. Ценю нашу прекрасную дружбу. Всегда восхищался вашей семьей и вашим отношением ко всем окружающим. Берегите себя. Любовь
может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, но все равно я тебя желаю счастья, нам больше, чем больше встречаться. Я все сказал. Не будем мы чаще встречаться. Илья Мухаммед поет. Я и не знал. Нет, любовь, поход. Друг и коллега Димаша Кудайбергена Игорь Крутой сегодня отмечает день рождения. Он как старший товарищ, который более опытный человек. Мы поздравляем уважаемого маэстро с праздником и желаем только одного, чтобы он скорее смог выйти из творческого отпуска, а мы снова могли увидеть совместные выступления Димаша и Игоря Яковлевича и услышать новые песни. А я как молодой артист. Здравствуйте, Игорь Яковлевич. Ну вот. How are you? How are you? I'm fine. День рождения Игоря Крутого – это не просто праздник, это событие, благодаря которому Димаш сделал первый шаг к многочисленным успешным выступлениям в России. Именно на дне рождения маэстро состоялась знаковая встреча Димаша, его отца Каната Айтбаева и концертного директора Хизри Байтазиева. Потом были организованы выступления Димаша в Москве, на многочисленных юбилейных вечерах маэстро в Европе и в США и, конечно же, на дне рождения Ольги Крутой. Сами понимаете, что все шикарные банкеты – это только повод собраться хорошей компанией, а заодно и познакомить Димаша с интересными людьми. Например, с автором песен для певца и спонсором его клипов Михаилом Гуцериевым. С Игорем Яковлевичем у нас отдельная история, потому что он очень хорошо пишет в том направлении, в котором я хочу развиваться. Я хочу импровизировать, я хочу... Газета «Вечерняя Москва» разместила на страницах своего издания большое интервью с маэстро Игорем Крутым. Предлагаем вашему вниманию отрывки из него. Российский композитор Игорь Крутой открыт для творческих экспериментов. Прямым доказательством этому служит его новый протеже Димаш Кудайберген, для которого Крутой пишет музыку. В чем секрет вдохновения маэстро, он рассказал в интервью «Вечерней Москве». Вот сейчас Димаш Кудайберген – украшение любого концерта. Начиналось с того, что я уговорил поставить его в концерт на День милиции. И вдруг он выступил лучше всех, и по всему миру потом крутили съемку именно из этого концерта. Игорь Крутой всегда называл Димаша партнером. Ни один певец, выступавший в России, не удосуживался такого простого, но почетного статуса. Многие певцы годами ждут песни от Игоря Крутого, и только Димашу были отданы лучшие хиты и написаны новые песни. Друзья, певческий талант Димаша помогает продвигать творчество композиторов Японии, США, Франции, Китая. И вот дошла очередь и до Игоря Крутого. Вот что написал растроганный маэстро Игорь Яковлевич. С 8 по 12 декабря в Китае, в 8-миллионном городе Фучжоу, что переводится как «город удачи», прошел 8-й международный кинофестиваль «Шелковый путь», на церемонии закрытия которого выступил Димаш Кудайберген с нашей, с Игорем Николаевым, песней «Я скучаю по тебе». Прямой эфир этого концерта показали на центральном телевидении Китая. Организаторы фестиваля сами выбрали эту песню на русском языке, что особенно приятно нам, как авторам. Наше произведение в исполнении Димаша покоряет мир.
И чтобы как-то скрасить отсутствие Димаша на песне года и ваши разочарования по этому поводу, я с удовольствием, мои дорогие подписчики, познакомлю вас с этим замечательным выступлением Димаша перед миллиардной аудиторией. Я поздравляю Димаша и нас с Игорьком Николаевым с таким грандиозным успехом.